Okay. Hello, ladies and gentlemen. My name is Roman Дотцауэр, but please keep on calling me Roman because I think it's much easier. I'm the owner from the company White Digital Dental. It's located in Chemnitz in East Germany. Сегодня у нас в гостях Роман Дотцауэр, он владелец крупного фрезерного центра White Digital Dental, находится они в Кемнице, это Восточная Германия. Просим, чтобы вы обращались к нему Роман, потому что так более неформально. Можно Рома. Можно Рома, да. Значит, у них во фрезерном центре стоит большая машина Рёдерс, и мы обращаемся к фрезерному центру, когда нам нужно выпилить работу из металла очень большой точности. Большие работы на имплантатах, очень сложные случаи, мы, как правило, отправляем туда. И сейчас Роман делает небольшую презентацию своего фрезерного центра и, в принципе, открыт для сотрудничества со всеми желающими. Если у вас возникают проблемы с какими-то сложными случаями, вы можете отправлять туда. Okay. So please excuse me that we don't have PowerPoint here now because we have the wrong plug. I think it will come soon. Сейчас пока начнем без презентации в PowerPoint, потому что сейчас пока нам Константин найдет адаптер, чтобы подключить презентацию. Something about the history of my company. So my grandpa founded our company in Ansbach. It's close to Nuremberg in Bavaria in the year 1949. Несколько слов буквально об истории семьи, об истории бизнеса. Семья Дотцауэр занимается зуботехническим бизнесом уже более 60 лет. В 1949 году дедушка Романа основал первую зуботехническую свою лабораторию в Ансбахе. Это недалеко от Нюрнберга. In 1991 we founded our laboratory in Chemnitz called Karl-Marx-Stadt before. В 1991 году была основана вторая зуботехническая лаборатория, на этот раз уже в Хемнице, а раньше этот город назывался Карл-Маркс-Штадт. In the year 2001 we opened our business unit for implantology. В 2001 году они основали отдельное подразделение компании, специально закованное под имплантологию. And in the year 2010 and between the years 2010-2011 we founded our milling center White Digital Dental. И в конце 10-го, начале 11 года они там в Хемнице основали свой фрезерный центр White Digital Dental, он там находится по сей день, успешно функционирует. And why is our history important for the milling center? It will show you that we have a good basement in the dental technology. И именно благодаря своей вот этой 60-летней истории уже вовлеченности в зуботехнический бизнес, ему удается поддерживать его на таком хорошем уровне и развивать. So we have more than 60 years experience how to produce Grams bridge То есть этот 60-летний опыт взаимодействия с врачами, с зубными техниками, начиналось все, конечно, с простых работ, с короночек мостов, он им очень на данный момент помогает в развитии уже серьезного имплантологического бизнеса и развитии своего фрезерного центра. And the link between the milling center and the laboratory is very important because it gives us some more benefits. Очень важно поддерживать тесное сотрудничество с зуботехническими лабораториями для любого фрезерного центра, потому что это дает преимущество своим. So we know what the dentist needs, we know what the patient needs, and we know what the dental technician needs. Они знают, что нужно врачам, они знают, что нужно зубным техникам и пациентам. Okay, now let's come to the first important picture. We don't have the right plug. Okay. Так, сейчас мы подождем, наверное, нам принесут правильный адаптер, потому что там как раз нужны фотографии. The first picture would show you what is why we mill
and not cast and not made selective laser smelting. Вообще вот эти фотографии, которые у него презентации, они должны показывать как раз, почему они остановили свой выбор. Возможно, сейчас у нас будет фотография. Почему они остановили свой выбор на фрезеровании, а не на, например, на литье или на том же самом модельном спекании. Сейчас на фотографии вы видите очень будет видна разница. Thank you. Very good. Okay. Вот, собственно, на картинке слева у вас показана работа после фрезера, а на картинке справа работа. I think it's easy to see. On the left side is one part after the casting, and on the right side you see a bridge after milling. И, в принципе, вот эти вот две картинки, они могут сказать больше, чем тысяча слов, почему они решили фрезеровать. То есть все дело в качестве поверхности, которая будет после фрезерования. So we think that you will have a much better quality if you mill non-precious. Мы говорим о фрезеровании и о любых видах обработки недрагоценных металлов. Because it's easy to polish and finishing. Они выбрали фрезерование, потому что, во-первых, качество, потому что такую работу впоследствии очень легко сделать для нее финишную обработку, очень легко шлифовать и полировать. Especially for implantology cases, you will have an absolute. Особенно это касается, конечно, случаев работы на имплантах. You will have an absolute passive fit and no moving. А у вас не будет баланса и посадка будет абсолютно пассивной. You have a very smooth surface. И поверхность будет очень гладкой, без всяких шероховатостей, без грехов. And you will have a very good quality about the material. И качество материала, гарантированное качеством, постоянным качеством блока будет вам давать воспроизводимые результаты. То есть качество фрезерования будет постоянно у вас одинаково высокое. Now this is the personal structure of our company. Вот примерно так фрезерный центр Романа выглядит с точки зрения персонала. For the CAD systems we have dental technician. За разработку карт, то есть моделировочное программное обеспечение, отвечают зубные техники. For the CAM strategy we have machining specialist. За CAM, в свою очередь, отвечают как зубные техники, так и инженеры. For the CNC technology we also have machining specialist. Для прописывания стратегии я ответственна за железо, есть люди от инженеров, за это отвечают. And for the research and development, dental technician and machining specialist working together. А вот в отделе развития и разработок работают как зубные техники, так и инженеры в тесном сотрудничестве. Мы упомянули сейчас про железо отвечающих. Что он подразумевает под этим отвечать? Вы говорите, за железо отвечает. Настройка машины, там ребер стоит большой. Okay, our technology, so we work with some systems, we have 3-shade, we have the matrix scanner. Фрезерный центр Романа работает с различными типами сканеров, они работают и с 3-шейпом, и с iMetric'ом, и с Solution, система Renishow у них стоит, сочетающая в себе два сканера, оптический, тактильный. And the CAD systems, we have focus on 3-shade, DentCAD, also ExoCAD, means circumcised. В области CAD они сотрудничают с 3-шейпом, с DentCAD, с ExoCAD, конечно же. And we also use Rhino, it's a CAD system. What you can build airplanes or something like this with this CAD system. Также сотрудничество очень серьезное и с компанией Ирина в области CAD. Компания очень большая, которая пишет программы регулирования для промышленности в том числе и для таких отраслей, как кораблестроение. For the CAD system we use Delcam. В области CAM идет сотрудничество с Delcam. And to mill we have the milling machine from Röder's RXD5. Выпиливаются все работы на Рёдерсе RXD5. Here it is. Вот так эта машина выглядит. The machine is very
Очень большая, очень тяжелая, весит 3 тонны. It's very heavy. 5x milling machine. Естественно, битья-осевая. And the weight for the machine is very important because the machine don't move. If it's milled, the machine don't move. Вес машины играет очень существенную роль, потому что не должно быть передаваться на машину никаких вибраций. То есть вот такой большой вес, он гарантирует то, что она будет стоять ровно, и таким образом это никак не повлияет, вибрации машины при работе никак не повлияет на качество фрезеровки. Okay, and this is the part of the milling machine here. Вот, собственно, сам фрезер слева, левая часть машины. And this is the loading magazine. А справа вот этот шкафчик, это он отвечает за непрерывную подачу инструмента и блоков. То есть там стоит автоматическая смена инструмента и автоматически, как это они называют, да, And there's a rubber inside блоков. who loads the machine. Там стоит внутри типа робота, который загружает блоки в машину. And this loading magazine will give us a performance that we can produce 24 hours and 7 days a week. И такая система автоматизированная позволяет осуществлять непрерывный процесс производства. То есть машина работает 24 часа в сутки, что позволяет им сохранять очень короткое время исполнения заказов, короткое время доставки. So, but I think it's not all to have a big machine. It's not only to have a reverse or a seller. Но, как утверждает Рёдерс, как утверждает Роман, и мы с ним полностью в этом согласны, и говорим то же самое, то есть купить железо это не главное. Это не то, что у вас будет стоять в вашем фрезерном туннеле в лаборатории. Рёдерс или Зауэр, это вам не обеспечит хороших результатов, не гарантирует. For example, we have in Germany two very good things. Сейчас он приведет очень простой пример, очень наглядный. Всем известна немецкая машина марки Porsche. Okay. And we also have the Nürburgring. И самая известная в Германии гоночная трасса Nürburgring. And if you have a lot of experience and if you have the right things on your Porsche, you will have best time around 8 or below 8 minutes. И самое лучшее время, за которое эту трассу когда-либо проходили, это 7 минут 25 секунд. So I'm not a specialist, I need more than 11 minutes. Если Роман тоже проходил эту трассу, ему понадобилось больше 11 минут на это. And to get this 7 minutes, you need a lot of things, and I think it's in our business the same. К чему был этот пример? Потому что недостаточно иметь просто Porsche и поехать и выехать на нем на гоночную трассу. Вам не гарантируют, что вы ее сможете пройти быстро. Да, вам нужна машина, да, вам нужны хорошие шины, но вам еще нужно знать, как управлять этой машиной, как проходить эту трассу. То же самое и относится и к их бизнесу, и к нашему бизнесу. And it's like a puzzle. So the first part of this puzzle is the scan system. Требуется комплекс, но собирается как пазл. В первую очередь вам нужна хорошая система для сканирования. The next one is CAD system. Вам нужна хороший CAD. You need Хорошая моделировочная. a good machine. Хорошая машина, естественно. You need good infrastructure like air conditioning. В лаборатории должны быть очень хорошие условия работы, то есть мы говорим сейчас в первую очередь о системе кондиционирования, вентилирования, то есть вот эти сопутствующие вещи. You need a very good camp system. Должен быть хороший камп. And if you have a good camp system, you should be able to make good milling strategies. И, естественно, прописаны нужные стратегии фрезерования. Правильно. You need good tools. Обязательно иметь хорошие инструменты. And good material. И хороший материал. And not each tool works good with every material, so it's a very difficult thing. Инструмент, который вы используете, должны хорошо подходить к материалу, который вы обрабатываете этими инструментами. For sure you need good staff. Естественно, нужен хороший персонал, специалисты. And you need a good quality management system. И очень серьезный контроль качества.
Now you see how we scan difficult. Если все эти вещи работают в комплексе, вы получаете результат тот, который вы ждете. Как только какое-то звено выпадает, соответственно, хороший результат вы уже не можете гарантировать. So we use two kinds of scans. So for the implantology cases, we match an optic scan with a tactile scan, and we can use the optic scan from some systems and match it together with the Renishaw scan result to make the construction in Exocad. Так как Роман уже сказал, они в основном сейчас сосредоточили свой бизнес на имплантологии. Имплантологические работы, они требуют очень большой точности. И, как они считают, точности оптического сканера недостаточно. Точности оптического сканера недостаточно. Поэтому в своей работе, для случаев на имплантатах, они используют два сканера. Они используют сначала сканируют оптическим сканером, и потом добавляют тактильный. И потом эти два сканера совмещаются, накладываются друг на друга, и уже вот это изображение совмещенное, оно обрабатывается системой закат, и дальше происходит уже моделирование. А лазерные не используют? Нет, оптический. А можно сказать тактильный сканер? No. We use the system for Renishaw. May you know it from Noble Biocare. Noble Biocare. Используют систему Renishaw, возможно, вам знакомо по Нобелю. They use also Renishaw scanner. It's means the Forte scanner from Noble Biocare is from Renishaw. Потому что Нобель тоже использует вот эти вот сканеры. Now you see the optical scan. So sorry, I have only this case, not an implantology case. К сожалению, у него видео нет для случая на имплантатах. Вот так работает оптический сканер. Now the tactile scan. К нему добавляется тактильный скан. Looks like this. То есть получается, тактильный для них более важен, чем оптический, правильно? Тактильный будет более точно. Ну, фактически, да. Это нужно, чтобы определить, они его используют правильное положение имплантата. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, если нужно изготовить балку, каким образом тогда они используют тактильный? В случае, если мы направляем ему стоит файл, да, изготовление балки, как в этом случае он будет контролировать, как он использует контролировать точность? Ну как, вы же файл. Okay, because you have the circumstance scanner, and the circumstance scanners are very good. So the problem by bar is that if you have a scan body and you have made 4 implants and one scan body, and you move the one scan body from one implant to the next, you can have moved in the model, and then the scan results not really good. Проблема с балкой может быть в том, что если, например, у вас случай на 4 имплантатах и только один скан-маркер, и вы этот скан-маркер используете для каждого имплантата, да, то в итоге результат сканирования в конечном итоге, да, будет неточный. Имеет ли значение для него, если мы пошлем, мы снимаем вот этим скан-боди, но не на циркунсане, а на другом? Просто вот на циркунсану, например, знает, что качество очень хорошее сканера, он это подтверждает. Есть ли у него какие-то требования к скану, которые высылаются на файл? Есть требования к скану. А какая у вас система? Мы просто думаем, пожалуйста. Okay, then
Yeah, but the question is, simple sanitary. Yeah, it's difficult. The fit of the bar is only so good as the scan. Вот в случае с балкой качество прилина и качество посадки этой балки во многом зависит от качества скана изначально. То есть вот он, например, когда мы говорим про цирконсан сканер, да, он может утверждать, что качество сканирования будет хорошее, да, а естественно к скану есть определенные требования, мы как раз вчера вечером говорили о том, что вообще к подготовке работы, подготовке файла STL, который будет присланы туда, очень серьезные предъявляются требования, потому что работа на имплантатах, вот такие балочные конструкции, они очень дорогие и нет права на ошибку, да, нет возможности потом 10 раз эту работу переделать, если она не будет сидеть. For example, if you have a case like this, this case we made with a 3-shape D800 scanner. А вот эта работа была от сканирования 3 шейпа до 800. But sometimes you have not a perfect fit here with this implant. Вот на месте этих имплантов у вас не очень хорошая посадка. Because the quality goes away. Потому что вот на этих случаях, когда качество сканирования, просканирования уже не такое хорошее. Because it's difficult for the scanner, for the system to match the pictures here on this Потому big что case. для систем, для сканера достаточно трудно уже сопоставить фотографии в этих местах. It's not impossible, but it's difficult. Это невозможно, но это сложно. И иногда качество будет, конечно, не очень хорошее. If you want absolutely perfect result, so we use the tactile scanner in our milling center. А если нам нужны очень точные результаты, максимально точные, то выход использовать тактильный сканер, то они его используют у себя. I think if you know it, you can handle this problem. Ну, то есть он опять же не утверждает, что вот такой вот случай, вот такую балку нельзя просканировать, да, хорошо, тем же 3-шейпом, цирконсаном, можно, но просто нужно знать, как это делать правильно. And I'm sure if the situation is not clear for you and you want to be sure if it's fit, so I think you can send the STL file from your scanner to Recon, and the people from Recon mail it in PMMR. You get it back in your laboratory, you check the fit, and if the fit is okay, so we can mail it in Germany. If it's not okay, you have to make a second scan, because the problem will always be in the scan. А какой может быть выход, да, в этой ситуации, если вы не уверены в своем сканере, в точности сканирования, то вы можете отсканировать, прислать нам STL кубриком, мы его выпилим, например, в пластмассе, отправляем вам назад, вы смотрите на модели посадки, проверяете, если все окей, то вы присылаете, значит, этот STL, и мы уже уверены, что у нас будет окончательная конструкция, да, готовая, сидеть так же хорошо, как пластмасса. Если что-то не готово, да, то мы будем уже обсуждать, как это пересканировать, как сделать это. И так до тех пор, пока у вас точно, по крайней мере, посадка вот этой пластмассовой работы на модели будет очень хорошая. Okay, now I show you some different qualities from different milling machines. For example, on the left side is from a table milling machine. So in Germany we have now small table milling machine. That's a result from one of these. Сейчас на картинке вы можете увидеть, естественно, так как в фрезерном центре у Романа стоит огромный реберство, они убеждены, что максимальной точности и максимальных результатов фрезерования можно добиться только вот на такой большой машине. В частности, подсветить результаты. На картинке слева показана короночка фрезерованная на маленькой настольной машине. В Германии сейчас выходит все больше и больше фрезеров, которые выглядят примерно как этот сканер, которые так легко ставятся на стол, занимают очень мало места, стоят не так дорого. Но он убежден, что точности, что
таких фрезерованных работ там не будет такого высокого качества. On the right side you see a result from our machine. И справа точно такая же коробка, отфрезерованная на реверсе. Another case on the left side from a table milling machine. Вот с другой стороны работа, вы видите, что опять же на картинке слева имеются некоторые шероховатости, а справа коробка отфрезерованная на реверсе, она абсолютно гладкая. On the right side from our milling machine, you see the difference, the perfect surface in our part. Okay. Это металл? Zirconium. Да. Now we have metal. So it's a custom apartment. Вот как раз уже металл, это индивидуальный абатмент. And this apartment is milled on a rollers. Опять же, возвращаясь к тому, что недостаточно иметь хорошую машину, а вот этот вот абатмент, который слева на картинке вы видите, он тоже был отфрезерован на реверсе. But I'm sure that the guys who made this part doesn't know how the milling strategy should be and what kind of Но tools. ребята, которые вот это вот на реверсе фрезеровали, они, Рома уверен, что не знали, как правильно с этой машиной работать, и либо использовали неправильные инструменты, либо были прописаны не так стратегии фрезерования, поэтому результаты вышли не самые лучшие. And I'm sure that you never would use a part like this. Соответственно, да, такой результат никого не устроит. Вот как в идеале должен выглядеть тот же индивидуальный абатмент, выпиленный на реверсе с учетом всех требований. Okay, on the left side the part I showed you before, and on the right side a part was made in my company. Соответствует ли вот эта конусная система, вот эта конусная часть, да, шероховатости по степени той же, что и стандартный абатмент шероховатости? Especially this part, this is from original. It's an original part from the company. This part is made with a drilling machine. Вот это вот то, что мне показано, как справа, это был оригинальный заводская часть, то есть от калога. It's not milled on a 5X because you have different quality. The quality of the drilling machine is much better here for this part. То есть вот та часть, которую я сейчас показала, она заводская. And this part is made with the rollers. Вот верхняя часть, которую сейчас показывает, ее фрезеровали на реверсе. The parts look like this. Make the drilling machine, then we put it in the rollers and nail this part. Когда в конце лекции по итогу есть примеры работы, можно посмотреть. But I think important is to this part here, because this is the margin and it should be clear and smooth surface. Но Роман уверен, что вот это вот качество верхней части фрезерованной машины, да, то есть заготовка, она должна быть очень хорошей, поверхность должна быть идеально гладкой. To come to such a result, you need an industrial camp system, not only a dental camp system. В своем фрезерном центре они убеждены, что достичь таких результатов вам нужно, во-первых, очень хороший камп, программное обеспечение для обработки, и оно должно быть индустриальным, то есть идти из промышленности. And you need the right milling strategy. У вас должны быть хорошо прописанные стратегии фрезерования, правильные. You see here the lines, that's the wrong strategy.
this Вот на line goes вот на картинке слева там вот эти стратегии фрезерования были совершенно точно неправильно прописаны, поэтому фрезать было вот так вот сверху вниз. So you have to know А не what по кругу, как должно быть. you have to know what kind of tools you have to use for especially this material. Естественно, вы должны знать, какими инструментами вы должны обрабатывать каждый тип материала отдельно. And finally, you need to have the know-how to bring all these parts together. Ну, естественно, у вас должны быть знания, как все эти вещи сопоставить и заставить их вместе работать. Ноу-хау, так называемый. Вот эти заготовки, все, которые выпускаются титановые, они оригинальные или какие-то посторонние фирмы? Они в своем примерно. Ну вот, которые они используют, да, допустим, Они заготовки используют Нобель, там, оригинальные. то есть Нобель выпускает оригинальные заготовки, тот же Флос, тот же Штраум. Одна фирма выпускает Not from Privy in that system. This is a German system, Camlock, and also we have this for Alphatec and Shine. Не каждая. Они вы знаете, что точно вот у кого выпускает точно Альфатек, Генри Шайн. But I show you выпускают заготовки. later. I show То you. есть, в принципе, еще не для всех систем можно найти эти заготовки, правильно? In principle, not for every system you can find this original data. I'll come to No, you say that not every company implements this. Or not every. Ну, не для всех, да. Не для всех. The reason is the companies made a lot of money with apartments, and they don't want that other milling centers able to produce apartments. Компании производители имплантатов, они делают деньги на абатменты. Естественно, они не заинтересованы, чтобы сторонние фрезерные центры производили абатменты сами. And if they have no rights on the design, so we are able to Поэтому они обычно, значит, это делают и патентуют это дело, чтобы сторонние производители не могли copy it. подделать, скопировать. And it's the same way for the most parts. Okay. Хотя в Германии с этим очень строго. So what I want to say, we use an industrial CAM software, and we bring that together to the devil CAM software, Вот примерно так выглядит and you see интерфейс программника. little part of so many steps is necessary to produce this part. Слева как раз у вас целый перечень шагов, которые необходимы для того, чтобы эта программа работала и выделила нужную часть. Okay, so now I want to show you one project with MK1. May you know this attachment? Покажет один проект, который они делали с компанией K1, называется attachment. So for this company we designed the file for 3Shape and for Exocad, and if you want to Они смоделировали вот этот файл на эмблему для 3Shape, под использованием 3Shape и с экзокадом. and if you want to make a construction with this attachment, so you can order this file in my company. То есть этот файл готов, открыт, его можно приобрести. And then you are able to make construction like this on your 3Shape or on your Exocad, and you see here the hole. И если у вас стоит, то там 3Shape или экзокад, вы можете этот файл использовать и смоделировать вот такой вот балл. To make a construction with this part, it's very easy. В принципе, такую конструкцию, да, и сделать, смоделировать, ну просто. But it's not easy to mill it. Но ее не просто выбелить. For example, you see here a milling machine, and it's easy to mill. В фрезерном станке. А в фрезе очень легко подойти с наружной части выбелить. But it's not easy to drill from this side, it's impossible. Но вот в такой машине, например, фреза не может подойти сбоку. Because the material is fixed Потому in this part. что материал, держатель блока зафиксирован очень прочно, там нет выхода, в фрезе некуда подойти. Here, look, it's a picture from my company. So
made a whole year. Фрезерного центра от его машины, и здесь мы можем увидеть, что блок расположен таким образом, что фреза может подойти к любому участку. И даже в труднодоступном месте выпилить. And then we find a solution how we can make this hole here on the side. И вот как раз вот такую вот балку, да, можно было на их машине достаточно легко выпилить. And we can do this, and that's the reason why we are the first outside milling partner from MK1. Они добились очень хороших результатов в этом, они могут выпиливать такие работы. И вот почему МК1 сделал своим первым авторизованным партнером. Another project is a project with Alphatech, Henry Schein. I think it's not so famous in your country. И вот еще следующий проект здесь показан на картинке, когда они делали совместно с Альфатехом, Генри Шайн. And Henry Schein, they want two solutions. They want to produce a customer partner with the original interface. Делали индивидуальный абатмент like this. заготовки тестирования. And they want to have a scan body for the trios from 3Shape. И нужен был скан-маркер для интраорального сканера Trios 3Shape. So we produced this part, and it's a scan body and also a healing cap in one part. И они с помощью своего программного обеспечения они делали вот индивидуальный абатмент вместе и скан-маркер сформировать его быстрее. And by the way, we find a solution to produce this part, and I think I have it here. You can see it later. И, по-моему, насколько он помнит, у него вот этот вот заготовочек фрезерованный здесь есть. В его чемоданчике. Попозже тогда покажет. So this is an overview what we can produce. So we have adhesive-based custom abutments. I think it's easy if you work with a certain sound milling machine and the CAD system on certain sound. Перечислены некоторые системы имплантаты, с которыми они работают, в которые они производят абатменты. And you see how many systems we can. Системы эти перечислены, конечно же, не все, а только основные. И, в принципе, даже если вы работаете с какой-то системой имплантатов, которая тут не перечислена, или с которой они до сих пор не работают, это не проблема. Просто им нужно сообщить о том, что у рынка есть такая потребность и запрос, и они добавят в свою базу. Это у них все происходит достаточно быстро. And also we produce one-piece abutments, custom abutments. And we have. Также они делают индивидуальный абатмент, то есть уровень имплантата. Here we have two different strategies. It's your question. So this part we can mill in one part. Вот эту часть они могут выделить как единое целое. And this two parts is preformed like this. And this is only titanic grid surface. It's also possible. So you want to make a picture? Yeah. Okay. The other thing is we made complicated structures with some. Кроме того, делают они такие суперструктуры. On some implant systems, and if there is not, опять же, для многих систем имплантатов. if you miss your implant system, so we need to know some details about the systems, and I think we need 2 or 3 days to produce it. И, как уже сказала, если они пока не работают с той системой имплантатов, с которой работаете вы, и для них будет всего достаточно 2-3 дня, чтобы ее добавить в базу. Естественно, потребуется какая-то начальная информация от нас, да, и несколько дней. In Germany we have more than 150 different implant systems. That's the reason why he is and many more. В Германии более 150 разных имплантационных систем, поэтому, естественно, не хотела бы этот список не влезать. Поэтому основные, как здесь перечислены.
Materials, so we have more than 20 different kinds of material. We use zirconiums, translucent zirconium here. Работают они в фрезерном центре машины около более чем с 20 видами материалов разных. Но это, конечно, в основном это цирконий, прозрачный цирконий, пластмасса, кобальт, хром и титан. Now you will see to my laboratory. This part is the laboratory. Схема его лаборатории. This part is the milling center. Они планируют расширяться. Может быть, одного рёдерса им уже не хватает, поэтому они хотят сейчас прикупить еще парочку машин. Не таких больших, они сейчас планируют 2 зауэра десяток прикупить, и как раз вот то, что красным обведено, они делают сейчас пристройку. Специальную комнату, да, под дополнительное оборудование. Okay, and we need the new machine to have more safety in the production, that we can deliver to the right time, even if the machine stops. Просто, как они говорят, просто на всякий случай. То есть, в принципе, рёдерсон справляется и может обеспечивать непрерывный цикл производства. Но если вдруг у любой машины, любое оборудование, программа, если вдруг случается какая-то там поломка, что-то такое, свет отключили, вот просто чтобы не терять время на производство, на доставку. Okay, so one point. So we work together with the assembly industry, so we change the experience Почему они, наверное, к числу своих сильных сторон они относятся, то, что у них очень быстрое время производства и быстрое время доставки за счет вот этого автоматизации и непрерывного рабочего процесса. This is a performance for our customer, but I think the important thing is that we work close together with our customers from eye to eye. Фактически, что самое важное для заказчика в том, что они держат очень короткие сроки производства и доставки. А также то, что они осуществляют суппорт для разных систем сканирования, работают и с пришейпом, и с закадом и так далее. Okay, and how you can earn this benefit? Они уже много лет работают и с зубными техниками, и с врачами, то есть у них уже это не лаборатория, не фрезерный центр, который вышел там 5-10 лет назад, они знают, какие есть у врачей, у техников потребности и могут со временем отвечать. Okay, and how you can earn this benefit? In the first, you should have an open system, not a closed system, not a closed intraoral scanner system or a closed laboratory scanner system. It should be absolutely open. Очень важно, если вы хотите извлечь наибольшую выгоду из этой системы, из такого сотрудничества, вы должны работать с открытой системой. So it is Открытая система дает вам наибольшее преимущество. Такая система как цирконсан работает, потому что и фрезерный центр работает с любыми открытыми системами, с любыми открытыми сканерами, лабораториями, интраоральными. And I heard yesterday that Tirana is not really open system. В Германии они работают и с Сироной, но в Германии с Сироной попроще обстоят дела, там не получается. Тут у нас в России Сиронная система закрыта. Okay. And our distribution partner here in Russia is Recon. Ну и здесь в России, как бы отвечать за сотрудничество с фрезерным центром будет Recon. Если у вас какие-то вопросы возникают, можно там обращаться, мы организуем это и научим, как факт подготовить и отправим и так далее. Okay, so okay. So we are not partner now, but I'm pretty sure that we can deliver you a very good quality and to deliver your cases in a very short time. And I give you now a view to my laboratory and to the milling center. And I want to thank you for your attention. Thank you very much.